Доброе утро, народ! Я сегодня в аэропорту Эсейза, интернациональный аэропорт, в новом здании. Я тут, оно, наверное, давно открылось, это новое здание, но дело в том, что я тут давно и не был. Смотрите, какая красота. Сегодня я приехал Макса провожать, сейчас 6 утра. Это было старое здание, там был взлет и здесь выход. А теперь добавили еще вот такое здание. Смотрите. Сейчас поедем, покатаемся наверх. Здесь теперь взлетают. Ну и там выход остался. Макс вот на регистрацию на панамский рейс стоит с пересадками, в Штаты полетит. В отпуск, просто в отпуск. Представляете, люди еще летают в отпуск. Кстати, не первый раз он полетит. А я поеду в здание, пока посмотрю, пока он там на регистрации. Так что такие вот дела. А то я давно как-то видео не снимал. Но мы сейчас потом по дороге буду ехать назад, подключусь, может расскажу немножко новостей наших. Ну, на данный момент посмотрим чуток аэропорт интернациональный. Еле-еле нашел тут стоянку, то есть для машин. Я имею в виду не то, что я там стоянку, а это выход на этот самый, на посадку уже. Понял, я думал, тут еще что-то такое интересное будет, а тут просто уже конкретно выходят на посадку в самолет. Смотрите, организовано быстренько, чистенько, крутенько. А я же говорю, я почему говорю, еле выход нашел, потому что раньше было такое, заехал, где захотел, там остановился, теперь нет, теперь оказывается, нигде захотел, остановился, а поехал и остановился в этом самом. Еще раз чек пробиваешь, когда уже на стоянку становишься, потом надо за стоянку отдельно заплатить 7 тысяч в час. Я спросил, 7 тысяч в час за стоянку надо платить. И потом только выедешь с аэропорта. Все улучшается, 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 все новенькое. Я вот, так, я тут не провалюсь? Нет, не провалюсь. Блин, аж не это, стеклянный мостик такой, классно. Смотрите, ходишь. То есть все улучшается. С другой стороны, конечно, с одной стороны улучшается, с другой стороны все дорожает, дорожает и дорожает. Экспенса за квартиру сейчас пришла уже 90 тысяч, 90 долларов, грубо выражаясь. То есть практически за год доллар не растет в Аргентине, где-то крутится там 1200, 1300, где-то в тех районах. Я точно даже не уточняю, сколько он сейчас в данный момент крутится, этот доллар. А цены, да, растут, и растут постоянно, постоянно. То есть, сколько бы там ни рассказывали, что у нас нет инфляции, все это все лапша на уши о том, что у нас нет инфляции. Цены растут с каждым днем, так что, ребята, каждый день новые цены и новые, надо по-новому зарабатывать. Вечно, то есть гонка за тем, чтобы все заплатить, ни на что не хватает. Но это и не к тому, чтобы пожаловаться, а к тому, что образ жизни немножко меняется. Раньше, как бы ты там знал, что вот столько-то заработал, тебе хватит на то, на то, на то, если останется еще на какое-то путешествие или поездку там по Аргентине или на рыбалку или еще. Теперь ты точно не знаешь, сколько тебе надо на месяц. Тебе надо, чем больше, тем лучше. Если в прошлом месяце приходила экспенса, допустим, 80, в этом она придет 90, то есть еще на 10 долларов выше. И тебе надо снова думать, где их взять. И, соответственно, конечно, и народ так теперь работает. То есть, если раньше он в прошлом месяце брал там за ремонт чего-то там 200 тысяч, теперь он в этом месяце будет брать 300 тысяч, 250 тысяч. То есть, тут безрассудно, нету такой цены как бы стабильной. Это я к чему рассказываю? Это к тому, что некоторые спрашивают, вот сегодня утром перед поездкой сюда, в 4 утра читал комментарии, и там говорят, ну скажите, а это правда, что, простой работяга сколько должен зарабатывать, сможет ли простой работяга, слесарь прожить на простую работу? Нет, не сможет, это раз. Второе, надо находить побольше работы, брать побольше, тогда сможешь. Надо постоянно гнаться за чем-то, то есть не так, что ты добился определенной зарплаты, остановился, и тебе будет хватать на то, на то, на то. Нет, уже даже если ты остановился и добился определенной зарплаты, то в следующем месяце этой зарплаты хватать не будет. Вот смотрите, что час стоянки, что вот этот вот муфис, видите, стоит одинаково, практически 7 тысяч. Пирожок или час стоянки на машине
Соответственно, я про то, что нельзя сказать, что вот, к примеру, слесарь будет получать такую-то вот зарплату, и это тебе будет хватать. Не будет хватать, потому что даже если тебе скажут, что у тебя зарплата будет такая, с одной стороны, вроде зарплаты даже очень сильно поднялись. В каком плане поднялись? Ну, допустим, там берут кого-то на работу, говорят, будем платить 600, 800, то есть по нынешним ценам это там $600, 700, 800 долларов, у некоторых $1000. То есть такие зарплаты это были раньше у депутатов в Аргентине. Но теперь при нынешнем положении цен этой зарплаты не хватит даже, чтобы ты сам себе, молодой человек, снимал там какую-то квартиру, к примеру, и после жил там сам и все. Ты только будешь отдавать за квартиру, за экспенсию, за свет, за интернет, и тебе не хватит. То есть вот это $1000 нынче. Раньше ты при $1000, при старых ценах в Аргентине, ты был типа как получал как депутат. И мог жить как депутат. А теперь при тех же $1000, хотя их и уже чаще стали получать, ты живешь как нищий, потому что тебе ни на что не хватит. Вот корова собралась, ждут кого-то. Что тут за Дисней? Видите, переодевается человек, кого-то ожидает. Так, это выход. Надеюсь, что потом я буду тут тоже ожидать через несколько недель. Макса, он, по-моему, недели на 3 хочет себе полетать немножко, посмотреть. Он у нас вообще любитель полетать, он уже в Европу летал, в Канаду летал, в Америку летал, ну вот снова. А, кстати, насчет Америки, вы знаете, да, Аргентина сейчас прорабатывает вопрос с Америкой на ту тему, чтобы снова открыть безвиз, чтобы с аргентинскими паспортами было безвизовый въезд в Америку. Когда-то, когда мы только приехали, этот безвиз существовал, и это было. А потом, конечно, там где-то, я уже не помню точно в каком году, в 2000-м, где-то в тех краях, когда тут стало такое, типа перестройки наступило, тогда тут закрыли безвиз. Теперь вроде бы сказали, что вот за полгода, за приблизительно проработают все эти термины, которые там не хватает для этого, и снова по аргентинским паспортам будет безвиз в Америку. Так что вот так вот. У меня, кстати, тоже аргентинский паспорт, представляете, даже заграничный, действительный. Так что вот такие вот делишки. Пойдем посмотрим, что там Макс у нас. Прошел, не прошел уже. Чекин. Чекин. Что у нас с этой стороны? Там уже побывали, люди фоткаются, а я пока делать нефиг, я его привез на машине. Сейчас он тут зарегистрируется, постоим, поболтаем, проведу и поеду домой дальше работать. Чего я так редко стал видео снимать? Ничего не случилось, если честно сказать. Просто я начал много уделять внимания автоматизации. Я там сделал новый сервер, построил новые автоматизации. Некоторые из них очень сложные. Раньше я этим не занимался. То есть я уже запустил сколько? Около 6 автоматизаций у меня уже включены. Они уже работают на всякие социальные сети. А одну еще очень-очень крутую я доделываю. И не знаю. Я думаю, что мне может даже неделя-две еще понадобится до того, пока я ее запущу. Вот так. Все свободное время пока уделяю этим автоматизациям. Соответственно, у меня нет времени ходить, бродить. Вот сегодня появилось, чтобы просто снимать болтологические видео. Потому что болтать это хорошо, но надо еще и работать. Я вам рассказал, зачем. Затем, чтобы оплачивать экспенсию, свет, газ, вода, продукты. Если вы видите в газетах, что у нас все, так сказать, инфляции нет, все там дешевеет, это только во влажных мечтах, как называется, наших руководителей. Всего нет и все дешевеет. На самом деле все наоборот. То есть я так заметил, как и в других странах, так и у нас, руководители живут в одном мире, а народ живет в другом мире. То есть у них свой виртуальный мир, как знаете, это живу во снах. Вот так и у наших руководителей. Все живут во снах. Ладно, я не попакаться, а показать вам аэропорт. Аэропорт у нас стал красивый, современный. А кто не знает, это город Буэнос-Айрес, Аргентина. Так, тут аэролиния с Аргентина, то есть национальные тоже аэролинии с этого зала тоже взлетают. Кто уже идет на посадку, заходит наверх и идет вон по тому коридору. Знаете, хорошо, современненько так сделано все уже. Вон мой путешественник.
Так, Эмбаркадо, Энора, то есть нормально взлетает, все эти, те уже садятся, эти все пока без задержек, все аэролинии проходят. А? Закрыта уже посадка, закрыта. Ой, современненько, смотрите. Это наш новый терминал, прикрученный до старого, открыли. Я в нем еще не был. То есть был на... Что там, Макс? Почем доллары? Вот, смотрите, курс на сегодняшний день, прямо утром. Вот, почем доллары, евро и реали бразильские. Видите, да? 1400, чтобы купить доллары, чтобы продать по 1300 продадите. Ну, в аэропорту всегда чуток дороже, то есть в городе дешевле будет. Евро 1500-1700 практически. Ну и реаль, вот, бразильский реаль. Так, с ценами с этими мы разобрались. Обменный пункт, Сурфинансос. Вот, смотрите, все остальные. Ребята, чтобы вы знали. Уругвайские, чилийские, смотрите. Боливианские, перуанские, Колумбия. Ну все, вот целая табличка долларов, то, что люди любят. Они всегда, вот сколько доллар. Вот теперь будет это самое, буду знать, сколько доллар. Так, что тут у нас? Стикеры всякие, книжечки. Ну, понятно, все, что туристы берут об Аргентине, подарочки. Подушечки спать в самолетиках, все как всегда. Аргентинские флаги, кто не знает, что мы в Аргентине, смотрите, вот вам аргентинский флаг и вот вам аргентинский пингвин. Классный пингвин. Ладно, не будем долго сидеть, Макс пошел на посадку, говорит, лучше там, пока портфель проверят, то все. А я на выход к машине, сейчас на улице вам покажу. И выеду с аэропорта, где-то остановлюсь, прикручу камеру и, может, еще на какую-то тему поговорим. А может и нет, по одной простой причине, ребята, что сейчас еще темно, камера не будет снимать, ничего не увидите. Так, лучше потом снимем еще отдельное видео. Пока будет про аэропорт, смотрите. Выходим на улицу и идем искать машину. За нее надо еще заплатить. Видите, еще темно на улице, потому что еще очень-очень рано. Сколько сейчас время, какое сегодня число, чтобы вы понимали. Вот, 6:47, так как у нас зима, не забываем, да, что в Аргентине сейчас не лето, а зима. И так как у нас зима, он на светофор переезжает, он ему свистит, то у нас еще в это время темно. А вот летом, да, в 6 утра уже будет светло полностью. Ночная смена уходит, те приходят. Красивенько. Огромные стоянки, существуют светофоры. Вот мы были в этом терминале. Так. Так что посещайте Аргентину. Единственное, что там мне так нравится, когда начинает говорить, так, мы собираемся типа жить в Аргентине, и как нам зарабатывать, и сколько денег нам надо, все в таком духе, да? Единственное, что никто почему-то не говорит такой вопрос простой и не обсуждает его. Типа, на каком основании вы вообще собираетесь здесь жить? Кто вам здесь просто так, по вашим хотелкам, даст, ну, как бы документы, право на работу и все остальное? Сейчас сильно ужесточилось. Сейчас просто так, конечно, если кто-то сильно упрется и реально хочет жить, он сможет остаться. Но для тех, кто, так сказать, по шустренькому паспорта получу, потом свалю, то нет. Это шустренько уже закончилось. Интерес шустреньких к Аргентине уже пропал. Уже практически тех, кто именно пошустрить приезжал, те уже сваливают. Кто в Бразилию, кто еще в соседние страны. Тут остаются только те люди, которые реально здесь хотят еще жить. Вот реально жить, да. Но, я рассказывал, экономика непростая, да? А вот насчет получить паспорт и потом буду кататься, то, конечно, эта халява кончилась, ребятки. Надеюсь, съемка красивая, хорошая.
вам все понравится. Цвета классные. Машины вон там стоят. Но я сейчас буду выключаться, бо мне сначала надо оплатить вон в той будочке стоянку. Там что-то $7 в час. Сейчас оплатим. И до Буэнос-Айреса. Час езды, и я в Буэнос-Айресе. Видите? Ну, все. Пока тогда вам. Пока. Не забываем лайкать, подписываться, комментировать. Давайте. Усім пока.